Легких денег не бывает. Как выйти на доход? Я не могу всем людям открыть глаза, и у меня нет такой задачи. Направлений очень много. Единицы из вас возьмут и начнут применять эту информацию. Удаленный доход – это не легкий доход. Очень много получил комментариев, где все спрашивают, интересуются о том, как начать зарабатывать на фрилансе, как это делать, с чего начать, как долго этому всему нужно учиться. Но я хочу просто сразу развеять все мифы, сказать о том, что это нелегко, это точно такая же работа, как и обычная работа в реальной жизни. И виной всему интернет, который убедил нас в том, что удаленная работа – это что-то легкое, это большие деньги, это труд пару часов в день, и остальное время это отдых, роскошная, хорошая жизнь. Но на самом деле это совсем не так. И именно поэтому у многих завышенные ожидания, у многих складывается ложное ожидание, ложные впечатления обо всем этом. Вот. И вы спрашиваете, я хочу честно ответить и сказать все об этом как есть. Любая работа на фрилансе – это точно такой же непростой труд. Это поиски этой работы, это отказы, это собеседование. Это не то, что делается буквально в 2 клика. И никаких огромных денег здесь нет. Вернее, есть. Но поверьте, они очень редко, когда бывают на самом старте, в самом начале чьей-либо карьеры. Это очень редко такое бывает. Такие предложения действительно встречаются, но рассчитывать на них, особенно тогда, когда вы новичок, я бы точно не стал. Это точно не самая хорошая идея. Поэтому нужно проявлять терпение, нужно проявлять усердие, труд, потому что легких денег не бывает. И опять во всем этом виноват интернет и общественное мнение, которое убедило нас в том, что удаленка, фриланс, интернет – это что-то легкое, это легкие деньги. Друзья, на самом деле это не так. И даже приводя свой опыт в пример, вы можете посмотреть об этом в одном из моих роликов. Я рассказывал подробно свою историю, то, как я пришел к такому доходу, как я набирался опыта и откуда у меня вообще навыки. Я обо всем этом рассказывал. И знаете, это занимает определенное количество времени. У кого-то дольше, у кого-то быстрее. Это путь. Он у нас в жизни в любом случае у всех индивидуален. И судить по опыту одного человека нельзя. То есть, да, есть люди, кто начинает изучать и пробовать себя в какой-то сфере, и буквально через месяц становится в ней каким-то крутым экспертом, достигает каких-то больших результатов. Но это единичные случаи. В большинстве своем у людей занимает время, труд, года на все. У людей занимает время, годы на то, чтобы в чем-то стать действительно экспертом, действительно в чем-то хорошо разбираться, ну и либо попросту найти людей, которые готовы за его труд платить большие деньги. В общем, я развеял миф о том, что удаленка – это что-то легкое, это что-то простое. Это совсем не так. Да, конечно, через время можно найти себе хороших работодателей, можно найти хорошие проекты, интересные для вас, которые вам будут нравиться. Но поверьте, в самом начале это сделать очень сложно, особенно тогда, когда у вас нет большого, крутого, сильного портфолио, когда у вас нет какого-то в целом мышления и понимания того, как вся эта сфера работает. Я не говорю сейчас о том, что у меня этих знаний много, но поверьте, я так давно в соцсетях, я так давно этим занимаюсь с детства, и я действительно имею большую насмотренность, я имею четкое понимание, и за счет еще того, что я сам веду соцсети, я прекрасно понимаю, как что-либо работает, поэтому это мне помогает, но поверьте, я все еще работаю по 12-14 часов. И да, я это делаю, потому что у меня очень много своих проектов, очень много внутри рвения к чему-то большему, есть желание осваивать новые сферы, и это действительно так. И об этом я уже вам говорил. Здесь, с такими ценами, как здесь, я бы мог бы расслабиться, не переживать. У меня еще и есть накопления, которые в пассивном виде мне приносят какой-то небольшой, но доход. Но мне этого мало, я знаю, что жизнь намного интереснее, и когда в мире есть столько сфер, столько навыков, которые можно освоить, я хочу брать и делать это, я не хочу терять эти возможности. Как выйти на доход с удаленки? Начнем с того, что вам нужно определиться в сфере, в нише, в которой вы будете что-либо делать. Знаете, направлений очень много. Все абсолютно настолько интересно, что мне самому сложно определиться и двигаться в чем-то одном, поэтому я стараюсь параллельно изучать и двигаться в разных направлениях.
Начиная от дизайна, заканчивая продюсированием, продажами и так далее. Очень много подниш есть в том же дизайне, например, есть веб-дизайн, есть motion дизайн и так далее. И так почти в каждой нише есть подниши. Поэтому, поверьте, сфер, которые могут вас заинтересовать, намного больше, чем вам кажется. О чем я и говорю. Нужно иметь терпение для того, чтобы найти что-то свое. Нужно дать себе время на то, чтобы найти хорошие проекты, найти действительно хороших работодателей, с которыми вам будет легко взаимодействовать, коммуницировать, работать, которые будут вас понимать. Но высокие чеки, высокий доход придет далеко не сразу. Это невозможно. И в жизни у нас тоже есть такие примеры, когда человек, допустим, только устраивается на первую работу, и у него сразу же зарплата большая, больше, чем у других людей. Кто учился, кто еще что-то делал, прикладывал определенные усилия, чтобы прийти к такому доходу. И то же самое в удаленке. Здесь тоже много таких примеров, много таких случаев. Я не буду говорить о том, что кому-то везет, кому-то нет, потому что та же удача – это оказаться в нужное время, в нужном месте. И это тоже является каким-то трудом, и назвать это полной случайностью я не могу. Вот. Поэтому сейчас мне помахали, я подумал, на скутере хотят украсть мой телефон, но нет. Просто помахали, поставили лайк. Круто, в общем. Так вот, здесь тоже нужно терпение, нужен труд. Порой он может быть еще больше, потому что, знаете, многие говорят, удаленка, вы сами работаете на себя, это круто. Но никто не говорит об обратной стороне. Вы являетесь, по сути, абсолютно всем конструктором всей вашей работы. Начиная от бухгалтерии, заканчивая отделом кадров. Потому что рано или поздно вам придется искать сотрудников, вам придется искать хороших сотрудников. Это уже когда у вас будет масштаб чуть выше, чем начинающий. Но ладно, это я к тому, что в любом случае вы должны искать объявления, откликаться, вы должны анализировать, почему, допустим, у вас так много отказов или что не срабатывает. Это все нужно анализировать, делая обычные рассылки, которые чаще всего тупо попадают в спам и их даже не читают, так не выйдет. Нужно работать, нужно анализировать над подходом, над методами. И это все не делается за один день. Это время, это терпение, опыт и труд. Порой так не работает, что чем больше времени вы на это тратите, тем больше результатов у вас будет. Так тоже не работает. Сколько есть людей, которые впахивают 24/7 на вахтах, еще где-то, но у них в жизни ничего не меняется. Дело не в количестве труда, а в его качестве, в анализе и в последующих изменениях, которые нужно делать. Поэтому не стоит это забывать и думать о том, что все делается легко, все делается просто. И, возможно, быстрые результаты есть. Просто объем действий, которые вам нужно делать для того, чтобы прийти к ним, он тоже высокий. И я не скажу, что я прям очень много работаю и так далее. Скорее, я просто правильно понимаю, имею опыт, насмотренность и так далее. И за счет этого я могу сократить срок того, чтобы выйти на какой-то более высокий доход, чем есть у меня. Но как это сделать обычному человеку, который не разбирается, у которого нет опыта, нет насмотренности, который только сейчас хочет начать всем этим заниматься? Друзья, я вам не смогу дать определенного ответа. Я не наставник, я не куратор. Да, у меня и в этом был опыт на самом деле, но я не могу подсказать всем. А даже если я вам подскажу, вы не сможете достичь того, чего вы хотите. У всех свои ожидания, у всех свои способности. В примере себя, у меня с математикой вообще не ладится, вот совсем. Я очень сильно туплю, допускаю элементарнейшие ошибки даже в самых простых вычислениях. И этот навык можно развить, но это займет у меня точно время и практику. А есть люди, которые не уделяют так много времени математике, но при этом они в ней просто, звери, они в ней гении, она им дается легко. И так и в нашей жизни. Поэтому я не могу подсказать всем. Даже если я это сделаю вот этим роликом, я всем вам объясняю, что это время, это труд. Это не делается за месяц, даже за год. У кого-то путь занимает несколько лет. И вам эта информация не поможет, потому что единицы из вас будут ей пользоваться. Единицы из вас возьмут и начнут применять эту информацию, пользоваться ей. Далеко не все начнут это делать. И всю информацию, которую мы потребляем, в любом случае надо использовать, не сдаваться. Я говорю еще раз о том, что интернет нам навязал
то, что можно как-то быстро, легко достичь высоких результатов. Да, это можно сделать, но это единичные случаи. Почему вы думаете, что именно у вас должно так быстро получиться? Почему вы сдаетесь буквально спустя месяц, как вы начали чем-то заниматься? Я не знаю. Друзья, нужно смотреть шире на мир. Нужно смотреть на все немного с разных сторон, не только с самого простого. Жизнь — это не легкая вещь. Здесь не будет все по щелчку пальца, лишь потому что вы чего-то хотите очень сильно. Так не работает. Так не работает. Визуализация, все это работает, но это работает лишь вместе с действиями, которые вы будете делать. Просто так, если вы о чем-то мечтаете, хотите, вы не сможете ни к чему прийти. На удаленную работу спрос большой, так как в любом случае найти хороших кадров очень сложно. Многие просто не укладываются в сроки, многие просто не имеют хороших, нормальных, адекватных навыков коммуникации. Конкуренции никогда нет и не было, поверьте. Это все иллюзия. На каждого из нас найдется свой работодатель, на каждого из нас найдется свой человек. Нет конкуренции, это все у нас в голове. Вот смотрите, я бы мог вам все это не рассказывать, думая о том, что вы создадите мне лишнюю конкуренцию, вы зарядитесь, вы поймете, что нужно делать. Но я вам это говорю, потому что я знаю, что единицы из вас начнут действовать, и единицы из вас смогут прийти к тому, к чему я пришел. В любом случае, у каждого человека, у каждого сотрудника свои взгляды, мы все индивидуальны. И не получится один в один с кем-то быть наравне. Кто-то будет в чем-то лучше, кто-то будет в чем-то хуже. Как же найти клиентов, как найти первую работу? Начнем с самого простого. Вам нужно определиться со сферой, где вы будете применять свои навыки, либо какую-либо информацию. Как это сделать? Открывайте, смотрите, ищите. Я не буду все подробно вам говорить, потому что если вам что-то нужно, вы найдете как. Я нахожу и находил на все свои вопросы ответы сам. Мне никто не подсказывал. Если и подсказывал, я писал, я интересовался. Оно с воздуха вам не придет. Вы не сможете по щелчку пальца узнать ответы на все ваши вопросы. После того, как вы определились со сферой, в которой вы занимаетесь, вам следует начать собирать портфолио. Как это делать, если у вас нет клиентов? Скажете вы мне. Я вам отвечу. У нас есть дорогой чат GPT, у нас есть в целом наше воображение, у нас есть открытый доступ в интернет, что позволяет нам попросту взять и найти доступ к каким-то открытым ресурсам, каким-то компаниям, брендам, которым можно попробовать что-то сделать. Ладно, про бренды компании я загнул, для начала лучше начать с каких-либо предприятий. Я уверен, у многих из вас есть знакомые, есть какие-то друзья. Так, возьмите, попробуйте, предложите им какие-то свои услуги. Просто так, бесплатно. И да, вы можете предлагать свои услуги бесплатно, но поверьте, скорее всего, шанс отказа будет очень сильно высок. Потому что вам нужно в первую очередь показать хотя бы парочку своих работ, пару своих способностей и навыков, а не просто рассказав о том, какой вы амбициозный и целеустремленный человек. Поэтому берете, пишите в тот же чат GPT, представь, что ты такой-то, такой-то клиент, попроси меня сделать то или то. И берете, начинаете делать. Вы можете попросту взять и вообразить себе что-то. Вот, допустим, вы дизайнер. Что вам мешает взять и просто по воображению создать какой-то визуал, какой-то хороший дизайн для какой-то стоматологии? Не берем название, не берем, придумайте сами название, сделайте сами вывеску, придумайте сами концепцию. И все, и собираете портфолио. И так несколько работ. После этого начинаете откликаться. Следующий вопрос, который тоже очень многие спрашивают, где искать клиентов. Друзья, повсюду. Не ограничивайтесь обычными объявлениями, это полная ерунда. Если вы будете искать только по ним, понятное дело, вы не найдете, либо найдете не самые лучшие варианты. Нужно включать вашу инициативу. Надо общаться. Люди в Америке буквально подходят к другим людям на улице, знакомятся и начинают предлагать какие-то свои услуги. Кто так делает у нас в СНГ странах? Да единицы так делают. И их сразу же считают за каких-то инфо-цыганов, их считают обманщиками, какими-то вообще скамерами. Хотя, друзья, это нормальная вещь, это коммуникация. Возьмите и просто научитесь общаться, научитесь понимать психологию людей. Это обширный опыт. И это касается абсолютно любой сферы. То есть
вы должны развиваться не в одном направлении. Даже если вы хотите просто выйти на доход на фрилансе, вам нужно не просто прокачивать ваши навыки, скиллы в определенной сфере. Вам нужна многозадачность. Вы должны двигаться по разным фронтам. Даже если у вас отличные навыки, но у вас 0 способностей коммуникаций, понимаете, вы никому не сможете предложить свою услугу, вы не сможете людям донести ценность вашу, и все. Какие бы крутые работы у вас ни были. Поэтому это многокомплексная работа, это не в одну сторону развития. Нужно это понимать, нужно помнить об этом. И, как видите, опять же, все это требует определенного количества сил, требует определенного количества времени. Вот. И чем раньше вы начнете, тем быстрее вы придете к тому, чего вы хотите. Возможно, не придете к каким-то высоким результатам, но каким-то, скажем так, минимальным, среднестатистическим вполне реально. Особенно если мерить по меркам зарплат РФ. Я не говорю о 100 тысячах, я не говорю о 50, я говорю для начала о 30-40 тысячах рублей, на которые вполне реально выйти буквально с нуля любому человеку. Можно откликаться разными способами. Звонки, сообщения в реальной жизни. Также не забывайте о том, что, ведя свои соцсети, вы также повышаете шанс того, что найдете себе побольше клиентов. Можете зацепить кого-то своим мировоззрением, своими взглядами. Просто человеку может понравиться ваш стиль, еще что-либо. Именно поэтому я и веду соцсети, потому что мне нравится в целом делиться своей жизнью. Это имеет очень большой вес не только со стороны того, что это можно монетизировать. Я могу также привлекать новых людей. В общем, не буду дальше продолжать. Я думаю, вы уже понимаете, что это работа по нескольким фронтам. И делая так, вы точно увеличиваете себе шансы на то, чтобы найти побольше клиентов, найти себе какой-то крутой проект, который вам будет приносить больше денег, чем все другие проекты. И это действительно возможно. Нужно иметь стремление, страсть. Нужно иметь также толерантность к скуке. Иначе вы не сможете чем-то заниматься. Все ждут быстрых результатов, больших денег, успеха в кратчайшие сроки. Но вот делаете ли вы так много, чтобы действительно в кратчайшие сроки прийти ко всему этому? Я сомневаюсь, друзья. Единицы из нас пашут 24/7. Единицы. Есть работяги, которые действительно так работают. Но, друзья, это должно быть какое-то развитие. То есть, просто работая на обычной работе, даже с зарплатой 100 тысяч, и просто живя от зарплаты до зарплаты, вы ни к чему не придете. Нужно параллельно пробовать себя в чем-то, развивать свои навыки в чем-то, интересоваться, откладывать деньги, учиться инвестировать их куда-то. Это многокомплексная работа. Вы не сможете просто обычными действиями прийти к каким-то сверхрезультатам. Не забывайте об этом. Я понимаю, интернет нам очень сильно промыл мозги. Мы видим очень много примеров молодых, крутых, успешных людей. Но на самом деле большинство из них действительно проделало тот самый путь. И они вам об этом прямо говорят. Большинство из них показывает свои трудности, рассказывает о том, как им было непросто, как им было сложно, тяжело. Но почему мы все не воспринимаем это? Почему нам кажется, что у нас все сложнее, в нашей ситуации труднее и так далее? Да, друзья, у нас у всех тяжелая жизнь, у нас у всех свои индивидуальные проблемы, индивидуальные особенности, у нас у всех точка А своя. И мы не можем сравнивать себя с другими. Единственное разумное сравнение — это с самим собой. С собой из прошлого. Сравните тем, кем вы были. Сравните себя нынешнего. Чем вы занимались тогда. Какие у вас были результаты. Как вы смотрели на мир тогда, как вы смотрите сейчас. И цените вот эти ваши небольшие изменения, небольшие успехи. Иначе, обесценивая их, вы ни к чему хорошему точно не придете. Вы перегорите. Это работа в долгую, это работа на перспективу. Никто вам не обещает результатов. У вас два варианта. Вы либо верите и действуете, понимаете, что вы точно ничего не потеряете. Говоря о времени, вам страшно потратить год своего времени на то, чтобы приложить усилия, навыки, еще что-то к чему-то. Ну вы серьезно? Вы не боитесь год провести ничего не делая, а провести год работая, изучая углубленно какую-то сферу, вам страшно и лень. Меняйте свое мышление, смотрите на мир шире. Помните о том, что чаще всего мы тратим нашу жизнь на гораздо нелепые вещи, например, образование. Многие после него выходят и так и не начинают применять ту информацию, которую вам дают. Многие не начинают в целом
к чему-то дальше стремиться, останавливаются на том, что у них есть. Поэтому, друзья, мышление – это очень важная вещь. Я вам не смогу подсказать, как его менять. Я делюсь своими мыслями, делюсь своими взглядами, какими-то небольшими советами. Но, понимаете, я не могу всем людям открыть глаза, и у меня нет такой задачи. Я говорю, есть люди, кто воспримет это, кто применит эту информацию в своей жизни, поменяет свою жизнь. Есть те, кто не будет этого делать. Касательно курсов и подобных инфопродуктов, которые обещают вам какие-то результаты. Знаете, у меня отношение к различным курсам позитивное. Есть те, кто пользуется агрессивными методами маркетинга, как-то пытается сыграть вам на ваших эмоциях, на ощущении и навязывают вам покупку чего-либо. Но поверьте, многие из них действительно дают вам полезную информацию, они ее структурируют, они ускоряют вам время для того, чтобы прийти к этой информации. Я не спорю, есть очень много обманщиков, очень много тех, кто действительно дает простую информацию, которая есть в интернете. Но найдите эту информацию, найдите и примените. Если вы не готовы терять время на поиски, вам это тяжело дается, либо вы просто хотите ускорить свой путь, вам тогда действительно нужно обращаться к экспертам, к людям, кто уже чего-то достиг. Нужно проанализировать их путь, понять, подходит ли вам их инфопродукт, курс и так далее. Они могут давать пользу, но понимаете, они дают вам направление. В любом случае, вы хоть купите наставничество, но за вас другой человек ничего не будет делать. Вы должны сами делать, вы должны сами действовать, стремиться, анализировать, а наставник либо какой-то курс, он лишь вас направляет на это. Но основной труд делаете вы. И вы должны это понимать, вы должны это помнить. Поэтому не нужно говорить о том, что все курсы это обман, что нет какой-то хорошей информации. Друзья, она есть. Нужно искать, нужно пробовать. Если у вас был какой-то неудачный опыт в обучениях, это не значит, что теперь все они являются плохими, что это скам. Меняйте свое мышление, меняйте. Смотрите на этот мир шире, чем он есть. Мне в комментариях пишут о том, что переехать невозможно, что за меня сделали все родители. В то время как я в своих роликах честно, напрямую говорю, что я работал официантом, копил деньги, с детства занимаюсь соцсетями, развиваю свои навыки, много чего перепробовал, продолжаю это делать. Меня все равно гнобят, говорят о том, что это везение, все родители сделали. Думайте дальше. При том, что я показываю, что здесь дешевая жизнь, что у меня дешевое жилье, у меня нет кухни, еще чего-то нет, люди все равно глупо смотрят на мир и не готовы смотреть шире, не готовы менять свое мнение. Все уперто стоят на своем. Я не спорю, мы все должны иметь свои принципы, свои устои, но мы должны быть способными проявлять гибкость и адаптивность. Нужно уметь признать то, что в каких-то моментах вы можете быть неправы. В каких-то моментах люди действительно думают или делают лучше вас. И в этом нет ничего такого. В этом и есть гибкость. Умение смотреть на разные вещи с разных сторон. Умение не сдаваться. Умение менять свою точку зрения. Это имеет место быть. Да, есть какие-то внутренние у нас у всех есть внутренние свои, у всех у нас есть свои личные принципы, через которые мы не готовы переступать, но есть и те вещи, где нужно это делать. Например, взгляд и отношение к бизнесу, к успеху. Ко всему этому у нас чаще всего абсолютно неправильное представление. Поэтому, друзья, меняйте свое мышление, смотрите на мир шире, ищите. Понимаете, тот, кто действительно хочет, он найдет как заработать, как переехать. И понимаете, вам никто не будет это разжевывать и говорить идеально, как вы хотите. Я выпускаю ролики, а люди все равно говорят о том, что вышло как-то размыленно, вышло не столь информативно, как они ожидали. Но это вы ожидали так. Я делюсь своей историей и делюсь этим всем через призму своего мировоззрения, через призму своих взглядов. Я это делаю в удовольствие. Вы думаете, у меня серьезно есть цель помочь всем вам? Вы ошибаетесь. Я хочу помочь тем, кто действительно этого хочет, кто желает и кто готов применять информацию. Спасибо всем большое за поддержку, спасибо большое за активность, которую вы проявляете. Я это все ценю, я благодарен за это. И как я и говорил, на этом канале будет очень много разного контента. Эмиграция – это лишь часть моей жизни. Я планирую в первую очередь фокусироваться на себе, на своих мыслях, на своем мировоззрении.
а все остальное, оно вертится вокруг моей философии, вокруг моих взглядов. И видите, какая подача, например. У меня сейчас нет штатива, у меня нет стабилизатора, все это осталось в России. И на данный момент я снимаю просто на магнитный чехол, на телефон. Камеры у меня нет, хотя я всегда ее хотел, и в целом я планирую ее приобретать. Но на данный момент я снимаю на максимально простые вещи. iPhone 13 Pro Max, петличка у Lanzi AM18, не спорю, она очень хорошая, я не пожалел на нее денег, поэтому как-то так, друзья. Вижу, что многие из вас хотят увидеть формат влогов, многие хотят узнать побольше о моей личной жизни. Смотрите мои другие соцсети, TikTok, Telegram, я там намного активнее, чем здесь. Пока что я стараюсь как-то двигаться постепенно и не могу даже чисто физически, у меня нет времени, чтобы конкретно делиться своей жизнью в формате влогов. И она у меня сейчас, поверьте, не столь насыщенная, как вам может показаться. У меня обычные трудовые будни, я работаю очень много, изучаю, у меня много проектов, я работаю, я действую. И действую также вот в соцсетях, делюсь своим путем, чтобы потом мне никто не говорил, что за меня все сделали родители. Но поверьте, эти разговоры всегда будут говорить, что за меня все сделали родители, за меня проплатили, еще что-либо. Но вот, я это все снимаю в том числе для себя, чтобы через время пересмотреть и восхищаться всем этим. Как я это делаю сейчас, например, в других своих соцсетях, смотрю на свое творчество и поражаюсь им. В общем, всем успехов, всем удачи.